Бонжорно, ребятки, рад вас снова видеть на своем подкасте, посвященном изучению русского языка, русского сленга, где мы пытаемся понять, о чем же думает русский человек, как живет русский человек, через контент на русском языке. Перед тем, как записать сегодняшнее видео, я вспомнил о глупых стереотипах, которые принято говорить о русских людях. Русский человек — это водка, русский человек — это медведь, балалайка, матрешки, шапка-ушанка. Еще я знаю, что говорят про русских, что они играют в ладошки. Короче, это глупость. Я хочу вам сегодня рассказать немножко про русскую баню. Что такое русская баня? Почему русский Иван любит ходить в русскую баню? Если что, то происхождение русской бани неизвестно. Но русские люди очень любят ходить туда. Изначально ходили в баню, чтобы помыться. Теперь ходят в баню не только помыться, но и посидеть, пообщаться, посмотреть телевизор и классно провести время. Русский Иван перед тем, как идти в баню, закупается 100%. Что такое русская баня? Сейчас я вам расскажу. Попытаюсь, по крайней мере, немножко рассказать. Русский Иван, когда приходит в баню, сразу попадает в первое помещение, где он раздевается и наматывает на себя пеленку. Пеленка — это кусок материала, который мы используем в бане. Вокруг тела наматывается, и мы в нем сидим и ходим. Потом заходит в помещение и сразу идет париться в парилку. Что такое парилка? Парилка — это небольшое помещение, которое оббито деревом, деревянный пол, деревянные стены, деревянный потолок. Там деревянные стеллажи на разных уровнях. Самый крутой уровень — это самый высокий, потому что там самая большая температура. Самый слабенький — это низкий уровень. Там стоит печь, в которой лежит много-много больших камней, которые нагреваются либо огнем, если это печь, либо электричеством, если это электрический котел. На эти камни подливается чуть-чуть воды, она испаряется, поднимается температура и влажность, и люди сидят и выдерживают эту температуру, прокачивая свой организм, выгоняя из организма всякую ерунду, токсины и болезни. Так считается. Первый раз Иван идет в парилку, он просто сидит и ждет. Он прогревает организм. После первого раза выходит и идет пить. Иван любит пить после парилки минералку, квас, пиво, чай, ну или что-нибудь покрепче, русскую водочку. Там он общается со своими друзьями, коллегами по работе, решаются куча разных вопросов в бане. Вот они сидят, общаются. Второй заход в парилку начинается по-другому. Сразу, когда люди пришли в баню, они замачивают веник. Что такое веник? Веник — это множество веточек какого-то дерева. Например, березы, дуб, осина, клен. Эти ветки сматываются в один большой моток. Получается вот такой веник. Он высушивается, его сушат, а перед баней его, наоборот, замачивают в горячей воде, в тазике, либо в ведре. И потом этим веником махаются, бьются в парилке. Веником разгоняется воздух горячий, и веником бьется по жопе и спине. Так хорошо, чтобы потом выводить из организма всякие болезни и всякий плохой негатив. Подливается вода на камни по чуть-чуть, горячая вода. В эту воду любят добавлять либо чуть-чуть пива, либо чуть-чуть кваса, либо эфирные масла, либо какие-то лечебные травы. В
парилке, и тогда в парилке стоит очень приятный запах и очень полезный запах, которым дышат люди, которые находятся в парилке. В парилке очень большая температура, поэтому чаще всего Иван одевает себе на голову шапку и перчатки. Шапка и перчатки обычно изготавливаются из натуральных материалов, лен или шерсть, для того, чтобы не спалить себе волосы и уши. И когда очень высокие температуры, реально они очень сильно спасают. Может повторяться много раз. Если баня находится где-то в деревне возле реки либо озера, то после парилки люди любят выбегать голышом и прямо туда заныривать в холодную воду. Таким образом, закаляя организм, делая его крепче, здоровее. Если это зима, то бывает даже прыгают в прорубь. Но если этого нету, то чаще всего в самой бане обливаются либо ледяной водой. Есть еще такие бочки устанавливают, дергаешь веревочку и тебя обдает ледяной водой. Либо ставятся бочки, либо такие небольшие сосуды, в которые после парилки люди окунаются, приходя в сознание после парилки. Ну и так может продолжаться множество раз. Но по стандарту раза 3-4, я думаю, что это достаточно. Первый раз Иван греется, второй раз Иван парится, третий раз Иван парится, четвертый уже, если сил хватит, тоже. А там уже, наверное, вряд ли уже сил хватит на что-то. Обычно в бане собираются большими компаниями, обсуждают что-то, решаются какие-то вопросы. Просто баня это как причина встретиться мужикам, побеседовать между собой, встретиться со своими хорошими друзьями и обсудить какие-то проблемы. Также есть и городские бани, в которых уже масштабы побольше. То есть там есть сразу раздевалка, где множество установлено шкафчиков. Ты приходишь, открываешь шкафчик, переодеваешься и заходишь в большое помещение. На шкафчике обязательно у тебя есть свой личный тазик. Ты берешь этот тазик, где можешь вымочить свой веник. В большом этом помещении можно помыться, там есть души, иногда есть бассейны, такие же бочки обливаться, купели. Ну и уже третье помещение — это парилка, куда все заходят и парятся. Там иногда бывает такая дикая высокая температура, что туда только зайти невозможно. Надо хорошо так настроиться, чтобы зайти, потому что иногда бывает, туда заходят старые дедули лет 80, но они там выдерживают очень высокую температуру и могут очень долго сидеть, потому что организм у них натренированный на это. Всегда считалось, что баня — это место оздоровления человека. Баня очень полезна для организма человека, что там выгоняются разные токсины, проходят болезни, простуды и многое другое. Очень хорошо прокачивается сердце и кровеносная система. Если у вас есть друзья либо знакомые русские, которые ходят в баню, после бани можете пожелать им с легким паром. Всегда считалось, что больной человек очень плохо дышит паром, что ему тяжело им дышать, а баня выгоняет все болезни, все токсины, и после бани человеку дышится легко. Поэтому желается с легким паром, это считай, что с днем рождения, потому что после бани человек оздоравливается, он как заново рождается, поэтому ему желают с легким паром. Если было что-то непонятно, милости просим в комментарии. Для меня самая главная награда — это то, что вы получили небольшие знания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.